Всем привет! Сегодня в гостях у нас Ася, 600-я, четырехтактник, двухцилиндровый, 10-й год, BRP, соответственно, Lynx, Yeti. Вот какая проблемка у него получается. Короче, некорректно работает. Во-первых, на холостые плавают обороты. То есть при езде там может быть через 5 минут начинает глохнуть, не тянуть, не развивать обороты. Ну, то есть, грубо говоря, просто моросит, не дает спокойно ездить на нем. То есть чек не горит. Но ошибка у нас не активная по компьютеру, но высвечивается. То есть после того, как он заморосил, заезжает, цепляю комп, да. Сейчас я не буду уже комп цеплять, потому что мне просто это надоело. И у нас в произошедших ошибках сразу ошибка 2279. То есть 2279 это все связано со впуском. То есть он кажет нам, типа, проверьте датчик давления воздуха, проверьте датчик ТПС, положение дроссельной заслонки, устраните типа все подсосы воздуха и все прочее. Ну, как бы по логике вещей начал я проверять, да, то есть он активную эту ошибку не выдает. И при том, когда я, допустим, снимаю фишку, да, с какого-нибудь датчика, сразу загорается активная ошибка. То есть по логике вещей мозг и видит датчики как исправные. То есть надо где-то в другом месте искать. А прессовав там воздушную коробку, да, то есть на подсос воздуха я тоже ничего как бы не нашел. Грешу на топливо, на форсунки. То есть сейчас буду разбирать мопед. Ну и опять же, при замере топлива, тут должно быть 4 килограмма в системе. То есть не больше, не меньше, 3,8, 4. У нас получается почти пятак. Да не почти пятак, а пятак. То есть это на холостых. Притом, когда мы глушим, у нас в ноль падает. Это гласит о том, что у нас неисправен регулятор давления топлива. Вот. Скорее всего, либо в нем сорина какая-то попала, либо он просто сейчас не работает. Ну и при этом, скорее всего, при езде 5 килограмм давит, его может подливать, тут же что-нибудь, давление падает, потому что регулятор вообще не работает. И все это как бы вместе взаимосвязано. Ну, сейчас буду разбирать. Разборку я показывать не буду, потому что у меня ни штатива, ничего нету. Просто нужно будет снять вот эту пластмасску, открутив ручку переключения передач. Ну, полностью всю пластмассу снять, она тут несложно снимается. Надо будет снять обшивку сидения. Есть два метода снимания бака. То есть это отсверливается бардачок, снимается аккумуляторная площадка, бампер, кофр. Либо иногда удается это выдернуть, получается, перекладину держания ручки КВПП. Там шплинт вытащить и выдернуть ее. И бак на себя вверх поднять. Ну, по ходу дела там сообразите. Как бы я не смогу это сейчас снять, одной рукой это все снимать и разбирать, поэтому должны сообразить. Когда прикуплю себе штатив и все прочее, тогда буду уже полные снимать разборки, сборки. Вот. Сейчас снимем бак, полазим там в топливном модуле. Регулятор посмотрим, продуем, почистим сетки все. Ну и, соответственно, при разобранном уже будет насос на все это, все удобнее посмотреть. Форсунки мне очень важно. Хочу посмотреть форсунки, прочистить их. И вот так вот. Ну ладно, пока глушу, буду разбирать. Так, ну вот, смотрите, я снял бензобак, получается, да? То есть методом не отсверливания, а методом
вот этой вот конструкции. Я убрал эту конструкцию, да, которая здесь стоит, держит бензобак. То есть вытащил переключалку. Она держала тоже бензобак. Вот. По пластику, так, быстренько скажу. Потому что получается даже воздушная коробка, да, нужно сначала вот эту площадку с фарами снять. Это получается вот здесь два болта, раз, два, вот они. И по бокам по болтику, раз, два. Потом вот эти, получается, у нас направляйки, они заезжают вот сюда. То есть вот сюда. Для того, чтобы стянуть морду, отключив замок зажигания и прикуриватель, два провода, нужно вот на вот эти усики нажать. Чик, нажимаем отверточкой и тянем морду на себя. Морда у нас снимается без проблем. То есть, ну, соответственно, две фишки с фары нужно отключить будет. Потом этот короб мы снимаем, он у нас как бы на раме, на защелках и вот на обычных этих штучках липких. Снимаем. И следующее снимаем, то есть вот эту штуку, которая вот здесь горловина бензобака. Здесь трос у нас газа продет. Вот. Для этого нужно будет снять ручку КПП. Ручку КПП снимаем, также откручиваем этот болтик. Вытаскиваем болтик и аккуратно не теряем пружинку. Это пружинка для включения задней скорости. Все, это у нас тоже снята площадка. Получается, дальше потом откручиваем вот эту конструкцию. Два длинных болта к рулевой колонке и два коротких держат поперечины. И два вот здесь болтика. Все, это у нас часть откручена. Вот эту вот балку переключения скоростей с той стороны шплинт вытаскиваем и тянем на себя. Все, эта конструкция у нас выходит. Вытаскиваем бак. Сразу бак вытащил, сразу первым делом я открутил крышку топливного фильтра. Тут у нас стоит фильтрующий элемент бумажный. Давайте посмотрим на него сразу. Вот в таком он состоянии, он аж распух весь, грязный. Там ржавчина какая-то, что ли. Да, очень много ржавчины. И видно грязный бензин. Вот, ладно, сейчас дальше модуль вытащу, буду разбирать. Так, вот я вскрыл, да, насос. Получается, вот он у нас весь грязный. Волосы, грязь. Сетка забитая. Там у нас все он в грязи. Сейчас регулятор вот здесь вот на двух винтах у нас. Сейчас регулятор откручу. Суть всей этой системы получается, у нас модуль берет бензин отсюда, то есть через вот эту резинку, да, и также через этот шланг, то есть по этому шлангу поступает сюда в короб бензин, отсюда уже насос забирает и на подачу, то есть вот шланг на подачу. Там уже тут фильтр стоит и пошло в систему к форсункам. Вот такие вот дела. Сейчас дальше регулятор вскрою. Так, продолжаем разбор, да, топливной станции. Вот у нас регулятор. Он просто-напросто забит. Сетка забита наглухо. Просто вот, что я отковыриваю с него. Наглухо забито. Здесь вот потеки ржавчины, да, как я вытаскивал на масляный насос. Там на дне видно черные пятна грязи. Фильтр, вот он, грязный.
Надо все это менять. Ну, регулятор не надо менять, я думаю. Я думаю, его нужно будет промыть, почистить и установить обратно. Что-то, блин, заэтовался, собирал, забыл все снять. Ну, в общем, новый бочонок мы поставили, туда фильтр. Вот новый фильтр. Резиночку вот здесь вот перевернул поплотнее, чтобы было, а то как-то слабо хлюпал. Регулятор почистили. Получается, клапан продули тут на этом, на подаче. В общем, полностью обслужили модуль. Сейчас собираю. Потом будем ставить. Так, ну что, продолжаем. Модуль собранный. Снял аирбокс воздушный. Что мы наблюдаем? Там все в масле внутри. То есть внутри масла перетекается, да? Датчик расхода воздуха у нас тоже в масле. То есть, возможно, что-нибудь это повлияло на глюки. Дроссель, конечно, у нас в таком вот состоянии. Здесь вот видно было немножко соса. Это все проклеится, все это помоется, все это сделается. Форсуночки я сейчас помою вот таким вот способом. То есть, собственное изобретение. Так вот карбочист делаешь и к аккумулятору. И у нас получается форсуночка. Вот она брызжет хорошо, отлично, просто отлично брызжет. Но это уже я ее мыл. Сейчас вторую. Сейчас переэтую провода. Аппаратом, конечно, хорошо все это делать, но у меня его нету пока. Так, вот сейчас вторую форсунку будем чистить. Вот это начало чистки. То есть сначала она шикнула. О, она была засрана просто. Она сначала даже не хотела. До сих пор что-то не хочет ровными струйками. Сейчас поменяю баллон турбочиста. Поменял баллон, побольше давления. Вот, начались струйки. Видно, да? Вот так вот. Сейчас почистится. Ну что, момент истины. На полусобранном бензик залил, подцепил. Смотрим. Включаем зажигание. 4. Накачивает. Падает. Немножко падает. То есть помним, да? В прошлый раз, как это сразу все падало до нуля. Сейчас у нас падает. Ну, пускай даже до 2 упадет. Это, в принципе, нормально. Вот они, 4 килограмма. Те 4 килограмма, которые должны быть. Получилось после всех этих переборок, колдований в топливном модуле.
получилось. Так, ребят, в общем, блин, сборку ничего не собирал, ничего не объяснял, как собирать. Произошел просто капец. Когда форсунки чистил, сорвало под давлением, короче, резинку. И весь карбочист мне в глаза. Собирал просто вслепую, все расплывчато, обжег роговицы. Вот такие вот дела. Короче, что могу сказать? Снегоход собран, протестирован, вот только приехал с леса. Никаких проблем, носится как будто новый. Что было сделано? Форсунки почистил, топливную перебрал. Датчики все, как бы, все это, дроссель почистил. Аэрбокс от масла вычистил. Ну, короче, все, что снимал, в принципе, все это сделал. Все, снегоход живой, как новый. Поэтому на топливную внимание обращайте. Из-за нее бывают чихи-пыхи, никуда не едет. Обороты плавают, все прочее. Ну, кому нравится видео, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.